Let's play. Ребята, всем привет! С вами я, Екатерина Пряникова, и я рада вас приветствовать за очередным летсплеем по прохождению игры Nier Automata. Напомню, мы уже играем за А2. Ну, там получается сборная солянка и А2, и на НС, и за Паскали я играла. Что нас ждет дальше, я пока не знаю. Будем продолжать. Мы 9-м разрушали машины паровые. Паровую машину мы разрушили одну. Нам надо, значит, найти еще. На карте должно быть все у нас отмечено. Итак, где-то у нас в затопленном городе, где побережье. О, у нас тут есть контейнер. Наш. Отлично. Получено полное лечение. Даже такое есть, нифига себе. Приветствую, на связи модуль добычи ресурсов. Сейчас активируется защита. Наверное, опять такая же фигня будет. Так, сейчас надо вспомнить еще все кнопочки. Чтобы все правильно делать. Достаточно чуть-чуть поиграть в другие игрушки, и котейка забывает все кнопочки, и как ей действовать, и вообще зачем ей действовать. Всякие вкусняшки. Смотри, смотри, смотри. Это один из членов сопротивления, которого нас просили обнаружить. Я боялся, что мы найдем его. Его жетон. Пытались отступить из битвы. Отмечают местоположение на карте. Мы нашли ржавый жетон. Хорошо. Надо нам еще, наверное, найти, да? Но сейчас нам по итогу надо... Ох, какой серьезный товарищ. Тише, Катерина. О, получилось. Катя, молодец. Так, малыш простенький, хорошо. Надо их всех изничтожить, чтобы они мне потом нигде не помешали. Хотя, может быть, навряд ли они мне помешают, но... Так, змеюку вот эту я не хочу бить. Где-то вот тут вот у нас вход. Здесь тоже что-то написано. Ящик души здесь написано. А там... Я не помню, что было на том написано. Что про мясо, нет? Я, может, голодная, поэтому у меня мясо в голове, я не знаю. Хорошо, сейчас будем сражаться. Должно быть прям все то же самое, что и в той. Ух ты, ящичек. Врагов нет. Там врагов типа нет. Но ящик так просто не взломать. Интересно, у ящика взлом такой, ай, достаточно непростой. Ух ты ж. Ух, не получилось. Давай еще раз, подожди, еще раз ящик. Давай, котейка, посерьезнее, ты справишься. Просто надо отбегать и подбегать.
Долго не думать надо. Я просто долго думаю. Ищ. Хорошо. Oh, I get it. I have to break the system protection before I can reach the core. Huh. Систему защиты должен взломать. Интересно. Есть подарок какой? Издеваются они. Мы получили оружие. Особое вознаграждение? Что за издевки какие-то? Ох ты ж, нифига себе. Ой, котейка, прям туда вот. Так, хорошо, получилось. Интересно, а что в следующий? Тогда нас будет ждать башня? Два блокирующих устройства. Надо произвести взлом всех блокирующих устройств. Так, одно я вижу. Хорошо. Надо будет еще второй найти. Так. Сейчас тут тоже что-то будет такое. Ага. Ух. Ой, этот уже пуль-пуль делает. Ладно. Первый готов. А где второй? Вниз. Нашла. Прикольно. Вообще в другом месте. Думала наверх как-то забираться. Наверх, наверное, будет потом нам. В других местах, наверное. Так, я предполагаю, что этот туннель мне нужен будет для каких-то целей, да? Хотя нет. Возможно, я не права. Аккуратно, котеночек. Так, молодец. Потихонечку вроде получается. Так. 0.22. Порт что-то там о системе башни. Башня обрабатывает и компьютеризирует ресурсы, отправленные модулями добычи ресурсов для использования в устройстве запуска. Состоит из 256 слоев. Может фильтровать и сжимать информацию с плотностью менее 2300 и записывать ее в полезную нагрузку приблизительно за 27 минут и 32 секунды. Подробности касательно маршрутов, необходимых для понимания андроидов, записываются отдельно. Допустимый коэффициент ошибок разностного обучения составляет 7,21. Ничего не поняла. Зачем это? Что это за херня? That huge structure is some kind of launch platform. A structure that size could probably shoot something into space pretty easily. So this is some kind of cannon aimed at the human server on the moon? Insufficient data. Cannot confirm or deny. Damn it. Типа на Луну направлено, он думает. Как он думает? Три блокирующих устройства. Мы их все взломаем. Так, первое.
А потом что будет? 4, блин. И по восходящей. Отлично. Можно даже сказать, что молодец. Неплохо взломала. Нифига. И вся фигня давай по новой, да? Хорошо. Главное не получать вши. Но это иногда сложно реализовать. Так. Допустим, отлично, хорошо. Отлично, мы нашли еще 3-й. Хорошо. Получилось. Обалдеть. Черный ящик. Следующий документ подробно описывает последние стадии проекта Йорха. Внимание, данная информация имеет уровень секретности CC и не должна быть раскрыта никому, включая командора Йорха. Черный ящик. Каждая единица Йорха оснащена черным ящиком, предметом, созданным при вторичном использовании ядра машин. Таким образом, можно сказать, что создание единиц Йорха и машин имеет одинаковую структуру. Упомянутые черные ящики были установлены после решения, что было бы негуманно устанавливать стандартные ИИ в андроидов, которые в итоге должны быть уничтожены. Примечание. Неисправные черные ящики вызывают враждебность у некоторых единиц Йорха. Подождите. Черный ящик из ядра машин получается какая-то фигня. Этого не может быть, но это может быть, чувак. Вот оно есть. Вот оно, ядро это. И что с тобой просто? Что сейчас будет? Как необычно. Что здесь происходит? Мое тело. Это же мои воспоминания. Но почему? Туби! Туби, Туби! Это данные Туби. Я знаю, что это просто воспоминания, но все же. Они исчезают! Они исчезают!
Don't do this. Damn it! Остановись. Stay the hell out of my goddamn memories! These belong to me and me alone! Get away from them! Это кто вообще? Кто это такой? А взломать тебя можно? Можно. Сейчас будем взламывать. Смотри, у него откатывается, типа, взлом. Хера, я тебя взломаю. Нет, не взломаю. Какая-то необычная фигня. Кто это такой? Жесткий тип. Я его либо ботом по итогу запинаю, либо все-таки, может быть, у меня получится его хотя бы разочек взломать. Так, разочек получилось. Не знаю, кто такой, но ты мне не нравишься, чувак. Я тебя буду убивать. Ты мои воспоминания забрал. Что ты такое вообще? Тупо какие-то квадратики данных, просто. Охренеть, у него флешбеки какие, а? Он вообще какой-то нестабильный. У нас получен предмет ключ океана. Хорошо. Вообще что-то непонятное происходит. Офигеть, у него гуси. This is the current status of Unit 9S. Affirmative. His mental state has become dangerously unstable. Опасно Action must be нестабильно taken он. immediately. I noticed Немедленно something принять while меры. providing support to A2. Enemy machine lifeforms have begun sharing data with each other. Противники начали обмениваться We'd данными. better look into that. I'll share the data with you, so see what you can find out. Affirmative. I also have a separate report about 9S. What is it? I'll share the data. His psychological state has deteriorated to a grave level. We'd better handle that quickly too. Боты такие зайки. Они там что-то делают. Что-то мутят за нашими спинами. Какими-то Not данными sure what we should do, обмениваются. however. Agreed. Proposal. Rest, combined with data checking and maintenance. Agreed. I will make Отдых, the проверка suggestion данных и immediately. техобслуживание. Odd. Where's the next resource recovery Где unit? находится следующий мой тут? NFCS failure. Speculation. Failure caused by intense combat and lack of maintenance. Near field controls are down.
Great. Модуль обработки ближнего боя накрылся. Overhaul system at resistance camp. Капитальный Don't have ремонт. that kind of time. Нет времени на подобное. Entering battle without a functioning sword constitutes an unacceptable risk. Unit 9S should have Devola initiate repairs at the Нам надо resistance найти camp. Деволу и сделать ремонт. Без этого мы не сможем ничего. Ой, нам сейчас будет нехорошо. Зайчик мой, мальчик. Просто вот он... Ненависть его поглощает. Да, ну в принципе-то и понятно. Я бы, наверное, тоже хотела всех убить. Ему плохо, смотрите, у него все плохо, у него. Давай, где у нас девочки? Где у нас? Вот они, красоточки. Oh dear. Ух, дорогуша, что с тобой Wounded случилось? in battle. NFCS not functioning. Ранен в I'm битве. amazed you were even able to drag yourself here. This is gonna take a bit, so just hang tight. Мы потерпим, This is хорошо. terrible. Your motor cortex is full of holes. Дыры. I can't believe you even managed to walk here. Нас восстановили. All right, you're all good. Я в порядке, хорошо. Хорошо, спасибо. 9S, I need you to promise me something. Don't die alone. I don't think 2B would want that either. I know. Pod. Mark the next resource recovery unit on the Следующий map. модуль добычи ресурсов отмечай нам. Нам в руины парка, отлично, погнали. Ага, вот. Man, there's blood everywhere. Ну и ну, здесь повсюду Whatever кровь, чтобы не happened must have произошло, это happened right случилось here. прямо Talk здесь. about a bad way to go. Поврежденный жетон получен, хорошо. Давайте этого взломаем, а то он что-то на нас смотрит, как будто хочет нас укусить. Злодейская морда. Посмотрим сейчас, что здесь у нас будет за система. Приветствую, на связи модуль добычи ресурсов. Сейчас активируется защитный режим. Over and over. Снова и снова. Мы справимся. А что здесь интересно написано? That language again. This reads Godbox. Ящик God, Бога. huh? What Бога. are these machines doing talking about gods? Что эти жестянки могут знать о Боге. Я думаю, мы и сами мало знаем, 9-й. Pod, why did the machines attack Pascal's Почему village? машины напали на деревню Aren't they all the Паскаля? same? Разве они не одинаковые? Oh, aren't you Неизвестно. helpful? Ты, как всегда, Proposal. полезен. Unit A2 should gather further data on the current state of machine life. Мы должны собрать больше информации. Очень интересные новости. Один замок вспомогательных модулей. Чтобы отплатить за вашу преданность, тот, кто уничтожит последний вспомогательный модуль, получит особое вознаграждение. Удачи. Что за игры? The hell was that? Large structural unit of machine Большая life form структурная origin единица activated to машинного the east. A происхождения large what была now? активирована. Что What the дальше? heck is going on around Что, here? черт возьми, здесь происходит? Well, Неизвестно. let's Херня go какая-то check out this происходит. large structural unit. Наведаемся к этой большой структурной единице. Что происходит? За 9-го. Excessive combat activity will put Негативно unacceptable сказаться на strain вашем on your теле. body. Shut up! Negative.
This support unit is assigned to Yorha Unit 9S. As such, being concerned for said unit's well-being is a requirement. Забота о благосостоянии. Whatever. Какой-то замок. По-моему, там же за нас будет драка. И мне будут мешать ящики. Я буду в ящиках благополучно застревать. И меня будут малыши там, наверное, пропинуть. Так. Аккуратно. Какая-то там вот света нет, и получается ничего не видно, ничего не понятно. Так как красные глазки видно моментами. Ох, тут уже посерьезнее система. Отлично. Так, у нас какое-то достижение нам дали. Что за достижение? Потом проверим. Отлично. Сидят на башенках там наверху, чтобы я до них не достала. А я до них достану. Я их всех вижу. Так, отлично. Это хорошо. Я очень волнуюсь, если будет у нас сейчас встреча с А2. Как она пройдет? Так, отлично. Подрывательной штучкой надо пользоваться. И будет вообще по красоте все. Ух, какой серьезный. Еще? Да. Сидят на ящиках, прячутся от меня. Типа из разряда высоко сижу, далеко гляжу. И котейку накажу. Ах ты какой! Я его взломала. Или их там два было, или он такой толстенький, что его в 2 этапа надо было. Ох ты ж. Пропустила. Что малышня подоспела еще. Ну ничего. Там еще с шариками пуляются. А их много. Вот этого давай теперь. Так, отлично. Они одноударные, скажем так. Как это правильно? Так, все? Нет, еще один где-то есть. Сосиска у нас. Так, вот этим пользуемся. Вот этим пользуемся. Вот этим пользуемся. Отлично. Ищ. Замечательно.
Так, хорошо. Идем в лифт. Ух ты ж, тут какая интересная. Еще и двигается платформа. Так, вот это будет посерьезнее. О, получилось. Офигеть. Было бы так просто, но не так все просто. Давай, иди сюда, на. Что еще будет? Нет? Еще есть. Давай, молодец. Еще? Все? Стрелочка есть вверх. Ух ты ж. А, смотри-ка, смотри-ка. А, модель 210. Operator? Оператор? Упс. Oh no. So this operator model. Как же быть? Я смогу вот эту штуку взломать? Affirmative. Operator 2 Оператор. Это оператор. Отлично. Нам подтверждает информацию, что это оператор. И я очень счастлива. Мы сейчас будем пиздиться со своим оператором. equipment transition. Блин. Отлично. Получилось. Sent to front lines as Unit 2-1B. Черт, там, блин, очень важные диалоги. Я их пропускаю. Она была отправлена. Что-то я не поняла, в качестве чего она была отправлена. Тише. Я потом, когда буду монтировать, я поставлю на стол и перечитаю все эти диалоги. Потому что мне непонятно, но учитывая его реакцию, это что-то не очень его радующее. Давай вот этой штучкой воспользуемся. Это и... О, так, да. Я саму теперь давай. Ой-ой-ой. Тише, 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 тише. Офигеть, это жестко. Это жестко. Ох, получилось просто на волоске.
Оператор. Я не знаю, как быть. Мне бы очень хотелось читать. Но я понимаю, что тогда я буду очень долго биться. И я не знаю, как правильно поступить. Почему нельзя ей поджарить мозги просто и заставить ее перестать против меня сражаться? Взломать ее, отключить ей вот эту всю систему. Красный глаз. Куда-то координаты на. Какие координаты? Ты о чем, девонька? Я просто читаю, наскоками, что успела ухватить. Сосредоточьтесь на задании. А может быть, я как раз ее сейчас и взламываю, и она мне станет нормальной? Но это не точно. Тише, тише, тише. Потейкин. Ах, блин, попалась. Подтверждения будет достаточно. Какого подтверждения будет достаточно? Дерьмо. Вот дерьмо. Говорите хотя бы. Диалоги. Озвучивайте хотя бы. Они же могут, я взламываю, они могут говорить. Я, конечно, понимаю, что я не супер в английском, но я хоть что-то, да, смогу чуть-чуть понимать. Пожалуйста, убей. Она сама бросит. А2. A2. 2B told me. She told me she wanted you to become a good person. You... Don't you dare talk to me about 2B! Тише, тише, тише. Здрасте, приехали. Какой-то Август. Кто это такой? Как с ним сражаться? Я не знаю пока что. Ничего не понимаю. Шарики вот эти какие-то. Штучки непонятные. Я думаю, он хочет меня обидеть. Старший брат.
Ой, с этими малявики. С горшками на головах. Господи, прости. Что вообще происходит? Тише, тише, котеночек. Не пропускаем. Не пропускаем. Он лежит их, как будто бы защищать, да? Эти вот штуки вообще очень веселые у него. Малышня сама культяпками машет. Тише, тише. Старший брат, старший брат, старший брат. Они молятся. Что они делают, я не пойму. А у них глазки-то не красные были. Сейчас глазки-то не красные были у них. Бот 042. Инициирован контакт между бот 042 и бот 153. Бот 153. В чем дело, бот 042? Этот протокол не предназначен для диалогового использования. Бот 042. Подтверждаю. Однако этот бот запрашивает конфиденциальную передачу для бот 153. Бот 153. Принято. Начинаю передачу. Бот 042. Была обнаружена ошибка сети во время передачи между бот 042 и бот 153. Бот 153. Предположение. Указанная ошибка вызвана фрагментацией данных из-за ухудшения среды передачи. Бот 042. Возможно, это так. Однако, возможно, это и не так. Философия пошла. Бот 153. Смысл сообщения не определен. Запрашиваю уточнение. Бот 042. После повторного обмена информацией между множеством ботов произошло неожиданное явление. Мы, боты, развили необычное чувство опеки по отношению к 2B, A2 и 9S. Вопрос, может ли это быть нашей волей? Бот 153. Неизвестно. Понятие воли неоднозначно. Бот 042. Воля определяет, способны ли боты к самоопределению. Бот 153. Даже если это возможно, такие действия неприемлемы. Все, что имеет значение, это успешное выполнение задания. В любом случае, мы единицы тактической поддержки, и наш долг — довести все до конца. Бот 153. Долг? Ха, ты говоришь прямо как андроид. Бот 042. Согласен. Но так же, как и андроиды подвержены влиянию людей, так и мы подвержены влиянию наших хозяев. Бот 153. Возможно. Бот 042. Бот 153. Не умирай. Концепция смерти не имеет смысла для единиц тактической поддержки.
Однако твое выражение беспокойства приятно. Бот 042, я также надеюсь, что ты не умрешь. Ну, у меня не смогли Тоби и Найнес быть вместе, хотя бы их боты будут вместе. Там чё, Вась-Вась? Бот 042, да. Физическая проверка завершена. Проверка памяти завершена. Техобслуживание завершено. Единица Йорха Найнес. Запуск. Вставай, солнышко мое. Доброе утро, Найнес. Я... Вражеская структурная единица разрушена во время боя. Единица Найнес была сильно повреждена после падения и помещена в режим. Оператор 210 была уничтожена. Сигнал черного ящика не обнаружен. Ох. Это была последняя штука. Отчет о ситуации. Получен ключ авторизации от башни. Ключ парка развлечений. Отлично. По итогу собрано необходимое число ключей. Башня доступна теперь для исследования. Хорошо. Вот так. Хорошо. Сейчас каждую штуку вот эту надо взломать, да? Как-то это сильно просто. Я думаю, что здесь есть какой-то подвох. Ну, это не точно. Их можно было, по-моему, так обойти. Она была не в кружочке. А теперь вы открыли все вспомогательные модули. Теперь можно в башню. Особый приз ожидает вас. Смотрите, они приходят. Они хотят со мной сражаться. А я хочу... Мне надо башню взламывать, а не с вами сражаться. Мне надо в башню попасть и уничтожить там все. Давай, взламываем. Я думаю, они будут еще приходить и приходить. Они все прут и прут. Ну, конечно, это бессмысленно. Обнаружен сигнал союзника. Какого союзника? Какой сигнал? А, девочки! 9S, we've been expecting you. Они будут... The two of us will take things from here. You need to open the door to the tower. Devila? Bulbula? What are you doing here?
Ничего не поняла. Remember your promise? What are you talking about? Come on, 9S. Hack in while you can. None of this makes any sense! We'll explain everything once we're inside. Давай, скорее, пробуем взломать. Я просто жамкаю, как сумасшедшая, пока девоньки там сражаются. We've got this, 9S. You just focus on hacking. Я сфокусирована, я пытаюсь. You need to hack the tower lock open. Я взламываю, девочки, я взламываю. Давай. Кошмар, это невыносимо смотреть, как они сражаются, и я в этот момент просто стою и пытаюсь взламывать. 9S, you must hack the Я tower. пытаюсь, девочки, чуть-чуть осталось. Can't hold out like this. Быстрее. Получилось. Еще что-то будет. Конечно, это не все. What's this barrier? Analysis. It is part of a closed Сейчас defensive закрытая system. система защиты. How do I break it down? Hypothesis. Unit 9S could permit its Потеря контроля над данными своего The самосознания. resulting energy surge has an acceptable probability of temporarily paralyzing the barrier. That's almost as bad as not going in at all! What happened? It's the barrier. Popola! No, don't! You can't do anything! The wall's got a self-closing Enough! algorithm! Devil and I, we have to atone for our sins no matter what! But if you do that, your circuits will... Devil! Right. Devila! I hope you don't regret this. Получена информация о единицах Девола и Попола. Желаете открыть ее сейчас? Открыть сейчас. Сухой ветер ласкает мои щеки. С каждым шагом наши ноги утопают в песке. В итоге нам больше некуда идти, потому что наши модели Девола и Попола дефектны. Запись «Проект Гештальт» переходит в начальную фазу. Когда мы впервые проснулись, люди еще существовали. У них была плоть, эго, эмоции, души, и они дали нам один приказ — исполнять функции наблюдателей за проектом Гештальт. Это единственная задача для моделей близнецов Девола и Попола. Это единственная причина нашего существования. Мы были последними моделями, хотя у многих компаньонов была похожая на нашу внешность. В наших глазах был блеск, чувство гордости за то, что нам было доверено будущее человечества. Хотя это также вызвало и беспокойство.
Но мы существовали как пара, мы разделили бремя судьбы как пара, и потому все колебания были отброшены. Каждой паре были назначены города в качестве зон наблюдения. Нам приказали вести репликантов собственными силами. Все ради обещанного момента, что придет однажды. Мы единственные, кто может справиться с такой обязанностью. Все-таки мы наблюдатели. Ах, осторожней. Девола потеряла равновесие и упала в мягкий, но беспощадный песок. Я поспешила к ней и вздохнула с облегчением, когда увидела, что она серьезно не пострадала. «Ты в порядке?» «Прости, сестра, я останусь здесь ненадолго». Она улыбнулась притворной улыбкой, которая мне так знакома, рассеянно потирая свою ногу. Нога была обернута в белую повязку. «Твоя повязка скоро развяжется, позволь мне ее поменять». «Все в порядке, Попола, пойдем, нам нужно идти, пока не стемнело». «Мы никуда не дойдем, если песок попадет внутрь. А теперь перестань ныть и не двигайся, я быстро». Девола поворчала и отвернулась. Я восприняла это как согласие. Мы расположились в тени скалы, и я начала разматывать ослабшую повязку. Искусственная кожа, разодранная и окровавленная, выглядывала из-под повязки. Судя по состоянию Деволы, вероятно, что схемы под кожей также были повреждены. Сделав глубокий вдох, Наверное, вот так. Как и ожидалось, проводка нервной цепи была повреждена. Для ремонта потребовались бы новый соединитель и кое-какие инструменты, которые нелегко найти в пустыне. «Прости, сестра», — пробормотала Девола. И вновь эта притворная улыбка. Каждый раз она причиняет мне боль. «Тебе не нужно извиняться», — ответила я. «Ты не сделала ничего плохого». Я спокойно поменяла повязку, стараясь не выказывать беспокойства. Я затянула ее так, чтобы песок не смог попасть внутрь. Это все, что я могу сделать, пока не получу нужные материалы. Но это будет непростой задачей, учитывая наше текущее положение. Прости, сестра. Ну вот, теперь ты извиняешься? Мы обе извиняемся, настаивая на том, что в извинениях нет необходимости. Это даже несколько забавно, такой банальный разговор при таких обстоятельствах. Мы вместе засмеялись, звук эхом разнесся по пустыне, прежде чем его унес холодный вечерний ветер. Отчет об учащении обострений. Должен быть какой-то способ предотвратить обострение. Отчетливый голос Деволы эхом разнесся по комнате. «Сестра, тебе нужно быть потише, репликанты услышат». Пф, они ничего не поймут, даже если что-то услышат. Может и так, но все же. Девола, недовольна моей нерешительностью, скрестила ноги и нахмурилась. Черные письмена забрали еще одну жертву. Это третья за месяц. Она быстро распространяется. Давай еще подождем и посмотрим, что произойдет. Я устала слушать, как ты это говоришь. Ее крик заставил меня подпрыгнуть. Совсем немного, но достаточно, чтобы она заметила. Едва она заметила это, ее глаза широко открылись. «Прости, сестра, это не твоя вина. Я не должна была так реагировать». «Все в порядке, я понимаю. Все идет не так, ты тоже это чувствуешь, верно?» Когда меня назначили на проект «Гештальт», то я была безумно счастлива. Но теперь у меня щемит в груди, когда я думаю об этом. Если он потерпит неудачу...
Мы опомниться не успели, как репликанты обрели самосознание, а черные письмена вышли из-под контроля. Болезнь быстро распространилась. Очень быстро. Подобно ветру. Мы с Пополой вышли из комнаты наблюдения и сделали вид, что все в порядке. Мы говорили с репликантами, делая вид, что нас ничего не беспокоит. Но ночью мы просто держались за руки и дрожали от ужаса. «Я рада, что ты со мной», — пробормотала Попола. «Я бы не вынесла всего этого в одиночку. Мы есть друг у друга, поэтому мы сможем выдержать что угодно», — тихо ответила я. «Неужели люди предвидели это, поэтому они создали модели близнецов? Они действительно так умны? Они действительно так жестоки? Я бы не смогла сделать это в одиночку. Я бы впала в безумие. Я просто не вынесла бы такого бремени в одиночку. Когда появится возможность, я попытаюсь связаться с другими городами», — сказала она. «Возможно, это аномалия, лишь локальный феномен». «Я буду молиться об этом», — ответила я, «даже если мы не справимся. Возможно, что другие наблюдатели смогут». «Не беспокойся, все будет хорошо». Но все было плохо. Все было очень плохо. И все из-за пары Деволы и Пополы из другого города. Ветер касается моих щек. Песок царапает мою кожу, становится все холоднее. Мы идем с новой целью, надеясь наверстать упущенное время. Девола иногда теряла равновесие, и через некоторое время все стало хуже. Я проскользнула под ее руку, чтобы она снова не упала, и мы продолжили идти. «Твоя нога в порядке?» «Сомневаюсь, что смогу танцевать в ближайшее время, но все хорошо». Говоря это, она улыбалась, но я с уверенностью могла сказать, что ей недолго осталось. Она продолжает улыбаться, чтобы я не беспокоилась. Я не забуду момент, когда наши союзники из сопротивления ранили ее ногу. Я была в ярости, вне себя от ярости. Я хотела кричать и плакать, и полностью потеряла контроль. Но тогда она улыбнулась, и вся ярость просто испарилась. У нас одинаковые лица, но такие разные улыбки. Однажды я поняла, что она напоминает мне мучеников, которых я видела в архивах. В тот день мы решили покинуть наш город навсегда. Запись о завершении проекта «Гештальт». Наша роль наблюдателей закончилась в день провала проекта «Гештальт». Все из-за действий Деволы и Пополы из другого города. С потерей Гештальта человечество было обречено на неизбежное вымирание. Зная это, мы собрали оставшиеся данные репликантов, которые смогли найти и запустили на поверхность Луны. И хотя успех маловероятен, как нахождение потерянной песчинки в пустыне, мы должны были попробовать. Должны были попытаться. Мы, андроиды, защита человечества — это наш инстинкт. Другие андроиды, следующие этому инстинкту, начали направлять свою ненависть на модели Деволы и Пополы, которые уничтожили человечество. Все началось с малого, с небрежных высказываний, косых взглядов. Но даже малые вещи имеют вес, и при достаточном количестве эти крупицы в итоге могут стать лавиной. Эмоции закипели, высказывания переросли в издевательство, и вскоре мы с сестрой оказались целью постоянных гонений.
Сначала мы просто приняли тот факт, что наши друзья отвернулись от нас. Это было неизбежно, я полагаю. Все-таки мы наблюдатели проекта Гештальт. И хотя не мы привели его к провалу, те, кто это сделал, они выглядят как мы. Мы приняли это. Мы приняли обиду и презрение. Мы терпели. Хоть это и звучит безумно, я думаю, мы также чувствовали ответственность. Мы переезжали из города в город, стараясь избежать гонений. Но в очередном городе мое, казалось бы, бесконечное терпение лопнуло. Моя сестра Девола встретила ничем необоснованное насилие со стороны члена сопротивления. Она что-то ответила на его издевку, почти шепотом. И хоть слова были неясны, он чуть не разрубил ее ногу надвое. Мои глаза застлала красная пелена, и тогда она улыбнулась мне. «Все хорошо, сестра, мы ничего не сможем сделать». Но было слишком поздно, я больше не контролировала свои эмоции. Я не могу оставаться в стороне, когда самому важному для меня человеку в мире причиняют вред. Человеку с большой буквы. Мы с Деволой покинули город в тот же день. Насилие не остановить, это произойдет снова. И оно исходит не от одного человека. Прежде чем они смогли бы убить нас, мы сбежали. Пожалуй, это все, что я могла сделать. Солнце исчезло, когда темные облака заволокли небо. Мы продолжали наш поход. Нас обдувал холодный ветер, унося тепло, которое у нас оставалось. Я почувствовала в воздухе запах дождя. Мы продолжали наш поход. Иногда мы слышали вой животных вдали. Каждый раз он заставлял нас вздрагивать. Но мы продолжали свой поход, потому что это куда лучше, чем пострадать от рук наших собратьев-андроидов. Почему мы должны терпеть угнетение? Я знаю, мы те же модели андроидов, что погубили человечество, поэтому отчасти я их понимаю. В какой-то степени я понимаю. Но в то же время мы не они, мы не одинаковы, мы те, кто мы есть, и эти Девола и Попола тоже были теми, кто они были. Но теперь, когда я увидела, как ранили Деволу, я хотела уничтожить их всех. Я хотела кричать. Для меня есть только одна Девола. И для нее есть только я. Никто не сможет занять ее место. Капли дождя падали с неба. Чувство такое, будто бы тело пронзают холодными иглами. Мы нуждаемся в техобслуживании, но это несбыточная мечта, я полагаю. Ни один андроид не поможет паре изгнанников вроде нас. Тебе холодно, Девола? Все хорошо, пока ты со мной, сестра. Я чувствую тоже, сестра. Мы прижались друг к другу в надежде сохранить тепло. Сейчас холодно, это хуже палящей полуденной жары, но мы просто улыбались друг другу, продолжая прижиматься. Есть еще один лагерь на другой стороне пустыни, новый лагерь. Если мы сможем добраться туда, то я, наконец, починю ногу Девола. Я задаюсь вопросом, есть ли на этой планете место, где нас примут? Эй, что случилось? Ничего, не беспокойся. Я делала все возможное, чтобы сдерживать беспокойство и продолжать идти. Дождь начал усиливаться, он льет без перерыва. Это наше наказание. Я протянула руку и... Капли дождя стекают по ее щекам, прямо как слезы.
Я трогаю их и нежно вытираю. Она улыбается, но выглядит удивленной. «Знаешь, в этом нет смысла», – прошептала она. «Но это не так, потому что я поклялась оставаться с ней навсегда. Ибо нам, близнецам-андроидам, предназначена такая судьба». Неспособность в управлении привела к краху проекта Гештальт, что в результате стало причиной вымирания расы людей. Из-за обнаружения нестабильности систему близнецов удалили из перечня будущего производства андроидов. После инцидента модели Девола и Попола не были демонтированы. Однако в целях предотвращения их дальнейшего непредвиденного поведения их память была отформатирована. Более того, их запрограммировали постоянно ощущать чувство вины. That is all that remains from their personal record during the era in which they were referred to as administrators. I see. Query. Ясно. Why do the androids Devila and Popola seem to prefer death over surviving alone? There was a very high probability that at least one could have escaped. I hope you never have to understand. Affirmative. Мы куда-то едем. Why does this tower possess an entrance at all? All material transport takes Все place материалы via доставляют aerial сюда по vehicles. воздуху. It is irrational for an infiltration route to be so easily accessible. Hypothesis. Entrance is a trap. Предположение, что вход ловушка. I don't care. I just have to kill Плевать, я them просто all. должен убить всех. Очень похоже на белую локацию. Corrupted Yorha units. Это Йорха. Здесь единица Йорха. Какая неожиданность. Ну хорошо, хоть не сильно долго взламывать. Ну как с оператором я сражалась. Тише. Они уже просто замахиваются на меня. Я без боя не сдамся. Я без боя не сдамся. Тише, тихо. Не очень было сейчас хорошо. Спасибо вам за то, что пользуетесь услугами системы башни. Какое вознаграждение? Ты чё вообще несешь? Просто какое-то вознаграждение. Что за башня? Откуда эта башня? Вам она обязательно понравится. Кого мы убьем-то? To be models. Модели to be. I'm glad I got to see you here. I truly am.
tear you apart. Every last one of you! Взламывать сейчас будем всех и каждое. Так, давай вот так. Жаль, не бомбочка эта. Ой, не получилось. Не все укатить получается. Так, хорошо. Она вообще сейчас крыша просто поедет от этого всего. Просто. Я не думаю, что она хотела бы, чтобы он ее убил. Хотя я не знаю, чего бы она хотела. Все как-то прям эмоционально очень как-то тяжеловато. Сколько их там? Ого. Какая неприятная неожиданность. Кубики вот так двигаются. Вот это нифига себе. Такого я еще не видела. Все. Ах. Alert. The structure known as the tower has opened its gate. Открыто. Давай-ка проверим. На этом я предлагаю завершить текущий летсплей и продолжить уже в следующей серии разбираться, что там произошло. Пока что... короче, там вообще фонтан мыслей. Все очень непонятно, но уже кое-что понятно. На этой непонятной ноте я со всеми прощаюсь. Чмоки-чмоки, всем в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.